Привет! Всю свою осознанную жизнь я пользовался самыми дешевыми мышками, цена на которые не превышала $20. И знаете, это не мешало мне серфить в интернете и даже немного играть. Но пару лет назад я познакомился с видеомонтажом, который занимал кучу моего свободного времени. Естественно, возник вопрос, как ускорить этот процесс. Существует куча разных лайфхаков и инструментов, которые позволяют ускорить твой монтаж. Но мышка — это тот инструмент, который ты никогда не выпускаешь из рук. При всем при этом профессиональные и игровые мышки стоят кучу денег. Например, мышка с боковым колесиком MX Master 3, которая идеально подходит для монтажа, имеет крутые функции и очень удобная, по средней цене в $120, не самый дорогой, но вариант, потратиться на который я все же не решился. Но нашел отличную альтернативу от недорогого, но качественного производителя Rappa. Пользуюсь этой мышкой уже около 4 месяцев, и сейчас вам расскажу, почему это лучшая недорогая модель. На это есть свои причины. Первое, мышка работает по Bluetooth. Производителем заявлено 30 дней автономной работы этой мыши. И тут он не соврал. Первую зарядку я произвел примерно через 30-35 дней после покупки, учитывая, что время за компьютером я провожу немало. Второе, здесь есть дополнительные клавиши и дополнительное колесико, и все это легко настраивается через специальное приложение компании. Ну и третье, это, наверное, самая удобная мышь с дополнительной площадкой под большой палец. И знаете, раньше я даже не задумывался, что нормальная мышка может приносить много комфорта и профита. Правда, данная модель очень похожа на одну известную мышку от фирмы Logitech, а точнее MX Master 3. Если говорить прямо, то она полностью слизана с модели MX Master 3, начиная от дизайна до функционала. Итак, давайте к обзору. Компания Rappa уже давно не новичок на рынке. Раньше это был один из первых китайских брендов, который предлагал беспроводные клавиатуры и мышки хорошего качества. С тех пор ассортимент компании расширился, подросло и качество используемых материалов. Rappa MT750L, в отличие от многих моделей, несимметрична и подойдет только для правшей. Сверху, кроме правой и левой клавиш, расположена кнопка для смены DPI. Всего 4 режима чувствительности: 600, 1200, 1600 и 3200 DPI. Но даже при таких максимальных значениях я не выставляю DPI выше 1600. Если подниматься выше, работать не так уж и комфортно. Работает мышка на любых поверхностях, даже на стеклянных, хоть по коленкам води. Если сравнивать с тем же дорогим прототипом от Logitech, там максимальное значение DPI 4000. Выше расположилась кнопка для смены профиля подключения. Так как она умеет подключаться сразу к 3 устройствам, на корпусе моргает цифра 1, 2 или 3 и индикатор заряда батареи. То есть можно подрубить 3 компьютера, планшет или даже смартфон и переключаться между устройствами с помощью одной кнопки. Причем есть поддержка всех основных операционных систем, включая Android. Колесико прокрутки имеет резиновую накладку, и в целом оно не маленькое, что очень удобно. Крутится как надо. Ниже, справа от надписи Rappa, расположилась полоска светодиодного индикатора. В момент переключения DPI она моргает. Слева 2 дополнительные клавиши. По умолчанию они работают как кнопки вперед и назад. А также вертикальное колесико прокрутки, которое тоже многим может пригодиться. Только ради этого колесика я и подумал о приобретении новой мышки. Его так же, как и другие дополнительные клавиши, можно настроить под свои задачи. Для меня это большой плюс при работе в монтажных программах. Но если бы я ими не пользовался, колесико можно было бы настроить на регулировку громкости или масштабирование страниц. В играх его тоже удобно использовать. Для настройки клавиш есть удобный софт, в котором можно запрограммировать любую кнопку, как вам удобно. Жаль, только нет русского языка. Но все основные команды в принципе и без знания языка плюс-минус понятны. Площадка под большой палец покрыта прорезиненным покрытием. Это очень удобно, причем палец вообще не скользит. В целом, когда берешь эту мышку в руки, просто нет слов. Она очень удобная. В передней части корпуса разместили разъем для подзарядки устройства. Расположение удобное, но есть 2 нюанса. Во-первых, могли бы разъем посовременнее поставить, а во-вторых, сюда подойдет не каждый кабель. Желательно, если нет комплектного, искать кабель с длинным разъемом, так как гнездо немного утоплено в корпус. На нижней части корпуса виднеется окошко лазерного сенсора и ползунок включения устройства. Вот что мне не особо понравилось, это скользящие наклейки снизу мышки, которые лично в моем случае уже начинают сдираться.
Благо на том же AliExpress такие накладки можно приобрести за копейки. Если мышкой не пользоваться в течение 5 минут, она перейдет в энергосберегающий режим для экономии энергии. Вес мышки 120 грамм, что по-моему в самый раз. Что касаемо начинки, внутри стоят микрики от Kyle, энкодер механический с четким шагом, аккумулятор на 800 мАч, а также сенсор PMW361-0DM. Для тех, кто работает с несколькими устройствами сразу, например, персональным компьютером и ноутбуком, эта мышка как минимум сэкономит много места на столе, а как максимум принесет много удобства, так как вам не придется использовать две мыши и переносить руку с одного манипулятора на другой. Всеми устройствами можно управлять только одной мышкой. Такой мышью можно и в игры поиграть, но тут дело вкуса. Я небольшой игроман, но в Enlister или PUBG играю с этой мышкой вполне комфортно. В плюсы можно записать достаточно долгое время работы, хотя и не рекордное. Но не обошлось и без минусов. Англоязычный софт и устаревший разъем питания могли бы уже перейти на Type-C. Хотя, если говорить честно, на работу устройства это не влияет. Но обойти стороной эти моменты я не мог. Если говорить про цену, мышку я брал на AliExpress за $35. Доставка заняла в районе 2 недель. В комплекте мышка, кабель, инструкции, все как положено. Мышка пришла вот в такой коробке с качественной полиграфией. И упакована была очень хорошо. Все комфортно в ней разместилось, а чтобы товар не повредился при транспортировке, внутри вот такой картонный Logitech, что позволило мышке добраться без повреждений. По-моему, это лучшая мышка, если вы не хотите тратить много денег на MX Master. Не игровая, конечно, но для монтажа, работы с документами и повседневных задач это просто лучшая бюджетная мышка. Играть в игры на ней, если вы не профессиональный игрок, тоже вполне комфортно. Это мое субъективное мнение, просто мне мышка зашла на все 100%. Ссылку я оставлю в описании. А с тебя подписка, лайк. Увидимся в следующем видео. Существует куча разных монтажных лайфа. Существует куча разных монтажных лайфа. Существует куча разных монтажных лайфа. Блять.